Привет, это канал «Яхты на колесах», меня зовут Антон, и мы как-то подзависли на стенде Marello. В комментариях вы пишете, что это все очень дорого и зачем мы это смотрим. Ну, во-первых, потому что нам нравится, поэтому и смотрим. А во-вторых, мы решили, что раз уж такой разговор пошел, сегодня мы посмотрим после самого дорогого Marello самый дешевый. Конечно, дешевый относительно Marello и таких премиальных автодомов. Marello Home сегодня у нас обзор. 160 тысяч евро в базе стоит этот автодом. Согласитесь, это уже даже если сравнивать там с Матриксом по цене и так далее, не такая разительная разница, как когда мы говорим о домах за 1,5 миллиона, о домах там за 700 тысяч, но при этом это уже Marello. Это премиальный класс, это Iveco, и мы идем с вами его смотреть. Дверь у нас, конечно, с центральным замком, как могло бы быть иначе, но здесь полностью ручка механическая. Наверху вот есть такая привычная, в принципе, нам из легковых автомобилей кнопка для того, чтобы запереть замок, и ручка. С внешней стороны здесь мы видим не цифровой кодовый замок, как мы это видели в более дорогих версиях, но, как я уже и говорил, цифровой замок не всегда, не факт, что хорошо, потому что перчатки, еще что-то, не всегда это срабатывает, замерзшие руки, зима. Здесь надежная ручечка, вы ее дернули, поскольку центральный замок все легко открылось, главное ключ не терять. Поскольку внешне, снаружи Marello все плюс-минус похожи и все выглядят одинаково круто и премиально, например, на базе Iveco, скорее всего, в России вообще никто не поймет разницы между самой дорогой и самой дешевой. На первый взгляд они все выглядят достаточно круто. Тут надо прямо ходить и вникать в детали. Поэтому мы сразу начинаем внутри. Iveco у нас, соответственно, руль, приборная панель. Зеркала регулируются, вот вижу, здесь кнопочка есть. Вообще тут, конечно, все так достаточно минималистично, но при этом весьма роскошно все равно это выглядит. То есть кожа, внизу дерево, вот эти металлические подстаканники. Напоминаю, Iveco связана с Fiat, то есть это совместные компании, поэтому мы здесь видим фиатовскую Traction Plus систему, вот какой-то городской режим руля, климат-контроль, высшая система мультимедиа. Так, давайте попробуем ее включить. Нет, отключена здесь, к сожалению. Кстати, система мультимедиа вот таким образом наклоняется в нужную сторону, куда нам это необходимо. Наверху кожа, все очень круто, 8-ступенчатая коробка автомат от Iveco, адаптивный круиз-контроль, спид-лимит, все вот эти опции, удержание полосы, там разговор по телефону, конечно же, есть и управляются с руля. Окошки за моей спиной, двери нету, двери здесь всегда только входная в Marello через основной вход, мы попадаем в дом. Окошко двигается ручками, электрической кнопки нет, потому что, напоминаю, мы смотрим такую самую дешевую версию от Marello, но двигается все очень хорошо и, как бы, по-моему, механическое даже лучше. Буду об этом говорить каждый раз, когда буду встречать что-то механическое. В этой версии у нас установлена опускаемая кровать в передней части. Хулиганю на всю выставку. Чтобы опустить кровать, нам необходимо сложить вот так кресло и... Я сначала стал искать кнопку, а оказывается, кровать-то здесь ручная, запирается вот таким механизмом. Очень удобно, не надо пристегивать никакие ремни. И она ручная, что я, конечно же, люблю, потому что это, как всегда, опустить ее достаточно легко. Да, вот так раз, все, кровать опущена. И вы, независимо от каких-то электрических нюансов, не надо стоять, ждать, держать эту кнопку. Одним движением опустили, таким же легким движением подняли. Все, кровать у нас наверху. Дополнительные 2 спальных места. Напоминаю, ремня здесь 4, то есть, в принципе, этот автомобиль рассчитан на 4 путешественников, вот так вот комфортно здесь расположившихся. Столик в столовой группе мы видим достаточно такой компактный. Напоминаю, что цветовое решение может быть любое, то есть это может быть темное, светлое. Вот здесь мы видим отделку такой. Здесь это названо какой-то фиброй, но у меня фибра ассоциируется с тряпочками для того, чтобы протирать на кухне стол. И это, конечно, похоже то, что мы привыкли называть алькантарой. Вот, ну, не имитация алькантара, а вот именно такой хороший алькантарой, который мы встречаем, например, в, там, не знаю, BMW X6 где-нибудь на потолке, на дверях. Вот что-то это похожее. Светлая она. Преимущество, наверное, ее в том, что, в отличие от кожи, на ней сидеть мягко, и выглядит она, на самом деле, здесь в сравнении с кожей достаточно богато. И она мягкая, не потеешь на ней, то есть все такое похожее на ткань, но при этом прочное, это как бы как кожа.
Столик, конечно же, раздвигается. Напоминаю, длина автомобиля у нас здесь почти 8 метров. Поэтому все такое компактное, аккуратное, но при необходимости вот вы можете раздвинуть стол. Он двигается во всех положениях. Все очень удобно в целом. Есть такой баланс между вот этим вот размером, то есть каждый размер в Морелло, он как-то сбалансирован и все на своих местах. Вот есть ощущение, что если у тебя когда раздвижной слайд, он настолько аккуратно и изящно спрятан, ты не видишь этого, кажется, что это вот такое большое просторное пространство. Здесь машина уже, компактнее, но при этом все на своих местах, нет ощущения, что ты обо что-то бьешься головой, тебе что-то мешает. Вот как так и должно быть. Оп, идем дальше. Кухня у нас здесь, конечно, тоже такая немного покомпактнее и в чем-то попроще. То есть, например, у нас из искусственного камня вот эта целиком сделанная раковина, также две чаши мы видим у раковины, но при этом вставная часть, она уже такого плотного пластика, который мы часто видим в тех же домах, там, от Adria, Hummer и так далее. Но, наверное, отчасти это даже удобнее, потому что это такая похожа на разделочную доску, которую легче там заменить, еще что-то. Не сказал бы, что она делает это хуже, хотя вот то, что покрытие здесь глянцевое, как-то делает его, не знаю, на мой взгляд, проще. Но эта штука вкусовая, потому что, ну, мне больше нравится матовый искусственный камень. Но, с другой стороны, как, во-первых, эта штука вкусовая, во-вторых, это, наверное, в сравнении. Если бы я первый зашел в эту машину, меня бы это очень впечатлило. Тедфорд плита на 3 огня, стандартная, такая, как мы видим почти во всех Морелло, кроме той, которая электрическая. Кстати, смотрите предыдущий обзор, мы смотрели самую дорогую Морелло, самый дорогой автодом, в котором нету газа. Соответственно, плита здесь стояла не газовая. Капсулы здесь у нас зафиксированы вот в такой специальном креплении от кофемашины. Кофемашина, несмотря на компактные размеры, тоже здесь поместилась. И никак она не мешает. Вот кран ниже, кофемашина выше. Все как-то вот аккуратно закомпоновано. Так, что у нас здесь ниже? А здесь большой шкафчик и ящички. Ой, как я резко. Ящички вот для посуды. Кстати, какой-то нереально огромный ящик выезжает во весь проход. И достаточно, кстати, просторно здесь вот в проходе. Я бы не сказал, что на кухне тесно. С противоположной стороны самый дорогой крутой холодильник от Dometic, который стоит во всех Морелло, то есть вне зависимости от того, смотрим мы дорогую или дешевую, ну там кроме самой дорогой, в которой он спрятан в шкаф. Там вообще Samsung какой-то, по-моему, стоял. Ну, вообще почти во всех вот этот Dometic, который открывается в две стороны. Естественно, он раздельный, морозилка и сам холодильник. И выше у нас такой духовой шкаф разместился. Вот, опа, подсветочка. О, газовый он, кстати. Нажимаем, я слышу, как защелкал электроподжиг. Что у нас здесь? У нас здесь ниже выдвигается мой любимый металлический ящичек, в который можно положить что-то, поставить, узенький, который также аккуратно прячется дальше. Крепление для бокалов вы видите, то есть оно за таким стеклышком. Кстати, стеклышко это или нет? Давайте проверим. Да, это стекло, то есть по звуку мы слышим, что это стекло, не пластик, потому что чаще, если вы видите, конечно, в домах чуть-чуть другого, ниже класса, вот эта вот вся история с такими вот полочками, это всегда в основном пластик, не стекло. Плотное оргстекло, качественное, в принципе, но не стекло. Здесь, конечно, у нас стеклянное. Кронштейн для телевизора, на нем уже висит телевизор, который вот так вот у нас двигается в нужную сторону, тут вот звук в сторону столовой, в сторону... Ну, не знаю, нет, в ту сторону той спальни, конечно, это не развернется, но при этом вот достаточно большая гибкость у этого кронштейна, которая позволяет нам его разворачивать. Гардероб здесь достаточно просторный, как видите, я в него поместился, и, кстати говоря, здесь вот есть палочка, чтобы вешать вот в этой части, и наверху еще одна, то есть полки можно переставить как вам удобно, здесь есть специальные такие дырочки, и, соответственно, вы можете всю эту внутри конфигурацию гардероба менять как удобно вам, в зависимости от длины одежды, сезона и так далее. Что меня радует Морелло, я уже говорил, это вот эта светодиодная лента, которую делают по всей длине шкафа. Это так просто на самом деле и недорого, по идее, но почему-то вот именно здесь сделаны везде эти софтбоксы в багажнике, позже покажу обязательно, во всю длину, в шкафу подсветка, что не может не радовать. Видно в любой точке. Вот я сюда сел, наверное, даже отражается немного, и вы видите, как эта лента здесь размещена. То есть здесь она мне бьет в глаза, но, конечно, если вы снаружи шкафа находитесь, а не как вот дурной я, то все будет очень аккуратно. Мягкая стеночка сзади, и, в принципе, все стены обиты вот чем-то таким похожим на какой-то мех, микрофибру. Вот, наверное, в принципе, вот это вот максимально похоже на микрофибру. Вот это обивка стен. И она даже в шкафу. Очень приятная. Сейчас еще мы ее где-нибудь потрогаем, покажем покрупнее.
Сразу хочу закрыть тему вообще со шкафами. Два гардероба еще у нас вот по бокам при входе в основную спальню. Здесь тоже полочки, палочки, которые переставляются. В принципе, аналогичные один в один тому, что мы только что видели, только поуже немного. Вот. И, конечно же, переходим в душ и туалет. В туалет дверь сейчас проверим. Оп, открывается в обратную сторону. Такая дверь, в принципе, даже лучше, чем раздвижная. Я уже об этом говорил в более дорогой версии от Marello. Там раздвижные двери вот такие, если не видели, смотрите предыдущий обзор. У них есть недостаток, что если в движении их закрыть, загородить, они имеют свойство ломаться и больше не открываются и не закрываются. А все мы знаем, что мы любим в дороге поспать, могут возникнуть желание, может задвинуть что-то, и вот этого делать не стоит. Здесь у нас есть вот эта дверь, которую можно, в принципе, закрыть, ничего ей не будет. И плюс она у нас в две стороны вот так вот раз. И если надо, фиксируется с помощью магнитного замка, то есть ничего не торчит, а когда мы ее подводим, она закрывается. Это удобно, это здорово. Давайте посмотрим туалет. Туалет компактный, но вполне себе вместительный. То есть вот я присел на унитаз от Dometic. Нет, Tedford. Tedford у нас здесь туалет с электросмывом. И поскольку это Marello, у нас здесь очень плотная, такая напоминающая керамику пластиковая крышка, а сам унитаз Софьянс у нас керамический, то есть в принципе как дома. Нет ощущения вот этого автодома, там пластик и так далее, все очень надежно. Но кнопка смыва стандартная от Tedford. Темная отделка очень радует. Палисандр, кажется, называется этот цвет. Очень он приятный. Мне, по крайней мере, нравится. Пишите в комментариях, как вам кажется вообще лучше темная отделка, светлая. И вот, ну, просто о вкусах не спорят, но мы можем пообсуждать с точки зрения практичности там, или визуально, допустим, светлый расширяет пространство, и чаще Marello в светлом решении, но при этом светлый более марки, на мой взгляд. Выше шкафчики с вот таким вот лакированным белым покрытием, полочки. Вторая точно такая же, один в один, две одинаковых, и, конечно же, на дверках у нас доводчики, вот так они плавно сами закрываются. И резиночки есть еще на ручках, чтобы когда они ударяются, об этом ничего не разбивалось и не ударялось. Угловая раковина, кажется, это пластик. Но такое покрытие, какая-то эмаль, которая максимально такая плотная, напоминает, напоминает такой тоже какой-то искусственный камень или некий монолит. Хотя похоже, что это просто наливное покрытие сверху, типа акрила какого-то. Или эпоксидного. Для туалетной бумаги, кстати, вот здесь спрятали у нас крепление, и угловой шкафчик достаточно глубокий присутствует под раковиной. Крепление также для стаканчиков, для зубных щеток, и даже вот такая мыльница уже идет в комплекте, и она стеклянная, в металлическом креплении. Душевая, не могу сказать, чтобы была какая-то сверхпросторная, но при этом в ней не тесно. То есть это вот такой оптимальный, наверное, баланс, между которым дальше ты уже ютишься и понимаешь, что это, это автодом, некий компромисс. Здесь нет ощущения этого компромисса, и нет ощущения какого-то там сверхвоздуха. Это вот баланс такого чего-то идеального. Дверь из стекла, и что меня порадовало, она вот так вот раз, в любую сторону открывается, и как видите, я могу даже находясь внутри, в принципе, это сделать. Душ. Вот такая лейка с регулировкой разных режимов. Полочки есть в уголочке, крючочки для полотенца, палочка наверху. И наверху есть вот такой фиксатор, которым мы можем зафиксировать дверь, чтобы на ходу она как раз у нас не болталась, не разбилась. Вот таким образом это делается. Основная спальня отгорожена, можем ее отгородить от общего пространства вот такой выдвижной дверью, о которой я как раз говорил, что не рекомендуется в дороге, конечно, ее закрывать. Но у нас есть, в принципе, еще та дверь, которая тоже разграничивает пространство, но в кемпинге, на стоянке вы можете уже разграничить полностью это пространство. Кровать расположена поперек машины. Достаточно уютный этот вариант, когда у нас вот так расположена кровать. Она достаточно высоко, поэтому здесь есть вот такие ступеньки, которые раскладываются в это маленькое пространство пола в спальне. И, как я уже ранее сказал, два шкафа у нас есть здесь по бокам, которые тоже как бы находятся внутри спальни. Что еще можно сказать про спальню? Телевизор расположен, я так понимаю, в ногах. И вот это вот покрытие стен, очень оно приятное, меховое. Здесь тоже везде, я не знаю из чего точно, что это за материал, какая-то синтетическая такая вот меховая ткань, которой обиты стены. Она очень хорошо поглощает звук, очень мягкая, приятная на ощупь. Светильники раз, два, в изголовье, как бы, который у нас получается сбоку, есть.
В остальном выключатели у нас доступны, их много, освещение есть вверху светодиодное, шкафчики по периметру расположены. Но, например, USB розеток я здесь не вижу. Я предполагаю, что опционально, конечно, их можно сюда поставить. Marello — это вообще история про опции, то есть очень-очень много всего, что можно сделать под ваш заказ. Изменить планировку, добавить какие-то, убрать светильнички, ящички и так далее. Но вот здесь конкретно сейчас я USB розеток почему-то не вижу в основной спальне. Вот так вот. Основной пульт, конечно, скрыт от посторонних глаз за такой дверкой, поскольку это уже премиальный класс, и нам не должны вот эти вот все лишние кнопочки светить, хотя они достаточно аккуратные. Это главный пульт, которым мы можем выключить, включить общее освещение, запустить помпу, смотреть, сколько у нас осталось газа, заряда батареи и так далее. Лишнего не нажимаю, чтобы ничего здесь не включать. Печка Альды, конечно, жидкостное отопление, вот от нее пульт. Солнечные батареи у нас установлены, это пульт, на котором мы видим заряд, сколько у нас мощность выдаваемая сейчас, и вот видим, что, допустим, там 0% заряда, поскольку сейчас мы находимся в помещении. Это как раз что-то связанное с зарядкой. Дальше у нас, если мы нажмем в двух точках, за этим пультом прячется еще электрика, разводка, которая также вот скрыта. То есть такая вот ларец в ларце, так сказать, спрятана здесь, все это очень аккуратно, а потом мы закрываем, и кажется, что это обыкновенный шкафчик. По левому борту, к сожалению, все лючки закрыты, но мы часто видели, как это выглядит внутри, поэтому я просто пройдусь, исходя из логики, что за ними. Здесь, по идее, у нас спрятана заливная горловина топлива. Судя по тому, что с обратной стороны, здесь сквозной небольшой такой багажник. Мы смотрели его в модели Loft, он примерно такого же размера здесь, поэтому смотрите предыдущий обзор на Loft, чтобы увидеть, как выглядит этот багажник. По логике вещей, здесь тоже должно быть что-то вроде еще одного багажного отделения. Здесь очевидно, что кассета, судя по тому, что здесь туалет, кассета от Тедфорда. Альда мы видим выхлопное отверстие, и, соответственно, здесь у нас будет лючок обслуживания от печки Альда. И здесь сквозная дверь для багажника, которая, возможно... Нет, она здесь закрыта, но мы багажник с вами сейчас посмотрим с обратной стороны. Багажник у нас, конечно, здесь не гараж под мини-купер, но, тем не менее, и цена, мы говорим о совершенно другом классе, мы говорим о самом дешевом автодоме от Marello. При этом здесь уже стоит инвертор, как и почти во всех других моделях. Инвертор, который делает у нас 220 из 12 вольт, то есть он стоит у нас в базе. В остальном багажник в целом реально достаточно просторный. Вот эта подсветка, о которой я уже ранее говорил, во всю длину, которая не может не радовать. Вот эти системы хранения — это дополнительная опция, то есть, как вы видите, она зафиксирована на штатные крепления, не надо ничего сверлить. Это дополнительного, так сказать, бренда друга Marello, вот эти вот ящички, вот эти вся история мы подробнее смотрели в обзоре, когда мы обозревали Loft от Marello. Там была вся эта система, поэтому, если интересно, смотрите тот ролик. Что здесь еще? Две розетки 220 вольт вижу, что не может не радовать, потому что велосипеды всякие, самокаты электрические заряжать можно прямо в багажнике. Свет выключается с двух сторон, багажник, конечно же, сквозной, есть вот такие полочки. Но, в принципе, такой плюс-минус стандартный багажник, наверное, соизмеримый по размеру с теми, что мы часто видим в домах, которые на базе Fiat Ducato, например, построены, но вот плюс-минус. Конечно, в полный рост здесь не встать, но места более чем достаточно. При этом не могу не отметить, что когда мы говорим о домах на базе Fiat Ducato, как правило, у нас там 150, ну в лучшем случае 200 килограмм, иногда бывает максимальная нагрузка на багажник. Здесь у нас 250 килограмм, пожалуйста, спокойно. Я думаю, если еще там немножечко превысить, ничего страшного не произойдет. То есть, конечно же, это уже багажник другого класса, поскольку другая база, это Iveco, напоминаю. Marello Home мы сегодня с вами посмотрели. Самая бюджетная версия от Marello. В целом Marello премиальные автодома. В базе стоит 160 тысяч евро, как я и сказал в начале. Также, кстати, вижу здесь маркиза вот у нас стоит. Это база Iveco. Все помощники от Iveco здесь у нас присутствует, автоматическая коробка, вот эта вот вся история. В общем, это премиальные дома. Мы также делали обзор на самую дорогую и какие-то средние варианты по цене и комплектациям от Marello, поэтому смотрите их в предыдущих роликах.
Напоминаю, что Marello — это, в принципе, такой конструктор, который вы можете собрать под заказ. Конечно, цена будет сильно меняться, но вот, например, на этой базе за 160 тысяч евро мы можем начать надстраивать что-то, и она будет расти в цене, но будет именно те опции будут, которые необходимы вам, которые вам нравятся, и также можно уже дальше расширяться по длине. Напоминаю, длина вот этой версии, этой базы около 8 метров, то есть это уже длиннее, чем привычные нам там полуинтегралы от Adria, от Hummer. Это как бы выше следующий класс, за которым мы следуем. Как яхта длиннее, так вот у нас длиннее, пожалуйста, и выше класс, например, от Marello. Предлагаем вам вот обсудить в комментариях, что вы думаете о таких домах, потому что, например, 160 тысяч — это не какая-то пропасть между там, тем же Матриксом или BMCT от Hummer. Я имею в виду ценовой пропасти нет, но это все-таки другой класс. Напоминаю, мы работаем на Дюссельдорф, это караван-салон Дюссельдорф, главное событие в мире караванинга, проходящее в Германии, сентябрь 2020 года. Смотрим здесь новинки от 2021 года от разных производителей, в том числе там от Adria. Hummer, к сожалению, на выставке нет, но мы постараемся что-то придумать. Есть у нас кое-какие мысли. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. В финальной шапке оставим ролики на предыдущие обзоры Marello. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!